Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в городе Арекипа. Сегодня мы отправляемся в каньон Кока, но начинаем наш выпуск вечером с ресторана. Мы пришли в один из лучших ресторанов города Арекипе, который находится рядом с площадью Сан-Франциско. Называется «Зигзаг ресторан». Эту лестницу спроектировал дизайнер Густав Эйфель. Но я думаю, вы все знаете, кто это. Ребята нам принесли закуску. И не только, еще напитки вкусные. Они безумно красиво выглядят. Мы еще ничего не пробовали, потому что хотим поделиться с вами своими эмоциями, когда будем пробовать. Ну что, давайте, закусочка. Это блюдо из рыбы. Филе форели. Интересная такая панировка идет. И соус. Все выглядит как произведение искусства. Рыбка просто нежнейшая. И соус такой, знаете, сладенький-сладенький. То есть он скорее больше медовый, нежели чем соевый. Вот так получается. Можно еще добавить лайм, выжать его либо в соус, либо на рыбку. Давайте в соус, может, чуть-чуть добавим. Ну, филе, конечно, нежнейшее. И очень красивая подача. Нам также принесли хлебушек. Это не просто хлебушек, он еще чесночный. Да, и специальное такое масло. У меня тоже еще коктейль. Очень красивый. Этот коктейль более стронг, поэтому, скорее всего, его буду пить я. А этот коктейль такой, он помягче, более фруктовый, более для девочек такой. Поэтому, попробуй. Друзья, пока наслаждаемся закусками. Шикарное место, шикарный вид, кстати, в окошко. Нам забронировали самый лучший столик, потому что он с видом на площадь. Я тоже попробовала эту закуску, мне она безумно понравилась, особенно нежное сочетание самого филе и травы. Видите, она такая здесь тоненькая, маленькая, но чувствуется вкус. Коктейль тоже невероятно вкусный, взбитые ягоды, легкий оттенок алкоголя, очень вкусно. Очень удобная подставка для ножа и вилки, кстати. Очень оригинально. Вот здесь вот можно наблюдать нетронутые, потому что все руками Кирилл ест. Очень удобно. Закуски, видите, уже нет, поэтому сейчас хлебушек. Не нужно нож класть и вилку на стол, пачкать стол лишний раз. И пачкать вилку лишний раз, поэтому очень удобно. Перед тем, как подать горячий блюдо, принесли нам вот такие Фартуки. Между прочим, бароны ели именно вот в таких штучках. Принцесса Малышка дегустирует вино у нас. Белое. Как будто бы я что-то понимаю. Ну, у тебя очень хорошо получилось ответить и попробовать изысканный аромат вкусить. Я не совсем гастрономик, но мне нравится это вино, оно приятное, нежное, белое. Друзья, принесли наши основные блюда. Ну, вы сами видели, это просто бомба. У меня блюдо состоит из 3 видов мяса. То есть, давайте смотреть по картинке. Кордеро – это ягненок. Лэм – ягненок. Идем дальше. Рес – это говядина. И самое интересное, друзья, самое необычное, самое, не знаю, как это пробуется, но это альпака. Представляете, альпака. То есть мясо альпаки. Это фирменное блюдо в этом городе. Да, в этом городе, в этом ресторане здесь много блюд с альпакой, но мы выбрали, чтобы был маленький кусочек, просто Чувствовать себя посмотреть на виноватыми, да. Также как гарнир здесь такой маленький картофель. Выбирать отдельно на выбор, разные есть картофель, либо киноа. Да. Поэтому мы выбрали картофель такой маленький, он называется коктейльный картофель, по-моему. Также подают несколько соусов на основе масла, на основе чеснока, этот острый соус.
Здесь такая вот идет чесночное масло, как до этого с булочками. можно добавлять. А здесь идет рататуй. Давайте уже обозревать Томино блюдо будем в следующий раз, пока я что-то попробую. Я здесь. Да, я вижу. Так, погнали. Господа, давайте все по чуть-чуть попробуем, наверное, да? Еще один интересный нюанс, то, что все блюда подаются мало того, что на дощечке деревянной, так еще и на камне, на котором эти блюда подогреваются. То есть мясо буквально на этом камне, ну, то есть оно не дает ему остыть, этот камень. Ну, все, давайте пробовать уже говядину. Говядина отличная. Прожарка медиум. Такая, знаете, кровь, так сказать, еще сочится немножко вот этим. Вот я очень люблю именно такую прожарочку. Также ягненок. Давайте пробуем. Этот ресторан ориентируется именно на мясе. И в основном на мясе из альпаки. Но мы взяли лишь на пробу чуть-чуть. Так, аккуратно. Пока ягненок не убежал, снимаем дальше. Пробуем. Соус специально не макаю. Мясо великолепное. Что ягненок, что говядина. Смотрите, какое красное внутри. Я бы его больше сравнил со свининой. Ничего себе! Со свининой, но жира здесь нет. То есть он как бы, смотрите, сплошное мясо, да, то есть плотное. Такие белые, более белые волокна. Да, ну похоже на свинину. И по вкусу больше напоминает мне свинину. Ну что ж, великолепный ужин. У меня, ребята, тоже сочится мясо, прожарки медиум. На гарнир я себе выбрала картошечку пюре. Тоже у меня различные соусы, как и у Кирилла. Но вместо рататуй я выбрала себе салатик. Сначала попробую утку без соуса. Но она хотя бы жесткая. Невкусная. Вкусно. Так, где-то прохладно, она такая, да, не слишком мягкая, но вот ты должна быть такой. Вот я поэтому боялся ее заказывать. Она не сушеная, она сочная, видите, она прям вот, я ее разрезаю, она у меня сочится. Просто структура мяса, вот именно такое. Для меня это идеально. Соус. Давай соус какой-нибудь попробуем. Вкусно? Угу. Друзья, когда ужин подходит к концу и остаются лишь самые сливки из блюда, то вот мы видим такие вот ножки. Это ножки ягненка, которые он бережно мне доверил, поэтому буду пробовать руками. Обгладывать косточки, кстати, это, надо сказать, тоже еще удовольствие то. А обгладывать косточки вкусного ягненка, это вдвойне приятно. Друзья, хотели обратить ваше внимание еще на полезность данного фартука слюнявчика. Когда она приносит мясо, оно журчит, шкварчит с камня, да, и может попадать жир на вашу одежду. Но данное приспособление спасает вашу одежду от жира. Смотрите, сколько пятен образуется вокруг. Поэтому это не просто для красоты. Да, причем что у меня, что у Кирилла одинаковая ситуация. Очень удобно. Великолепное обслуживание, великолепный сервис, великолепные блюда. Пока все супер. Друзья, десерт. Кофейно-шоколадный мусс. Также здесь все это дело обрамлено и физалис, клубника в шоколаде, писко, напиток такой местный, алкогольный, который нужно выпить после того, как вы попробуете десерт. Виноград на карамболе в качестве украшения. Какое-то творожная масса. Консистенция твердая. Блин, балдеж. Больше кофейный, чем шоколадный. Но шоколадный тоже. Я не знаю, что еще здесь. Давайте вот это попробуем еще. Непонятную массу, похожую на сыр. Но это не сыр. Это не безе случайно или меренга? Это именно безе. Это безе. Меренга, скорее всего. Вот такой. У меня, ребята, горячий брауни с шоколадным сиропом, сахарный вкус, клубничка. И, конечно же, с ванильным мороженым. Это безумно вкусно. Я взяла себе еще кофеечек. Просто один из наших самых вкусных. Ну что, друзья, завершаем наш великолепный ужин, десерт и в конце пьем буквально 20 грамм местного напитка писко. Данный напиток способствует еще улучшению пищеварения, поэтому прекрасное завершение, финальная нота. А увидимся с вами буквально через 5 часов, потому что вставать на экскурсию нам в 3 часа. В 3 часа уже нужно быть готовым, да. Все, друзья, поэтому
Будьте здоровы, скоро увидимся. Друзья, время 6 утра. Мы уже почти 3 часа в пути. Мы сегодня в 3 часа выехали. Сейчас мы находимся на обзорной площадке. Обзорная площадка с видом на вулканы. Здесь они подписаны, несколько вулканов. Давайте их посмотрим. Нам сегодня повезло, отличнейшая погода. Мы сейчас встречаем красивый рассвет. Смотрим, как восходит солнышко. Это невероятно красиво. Видим, кстати, там помимо солнышка еще и снег на вершинах гор. Но для меня это очень плохо, потому что мы хотим через несколько дней совершить поход на Радужную гору. Если там будет снег, то мы ничего не увидим. Но это будет через несколько дней. Сейчас у нас просмотр вулканов на да, обзорной площадке. Вулканов, а потом... Просмотр обзорной площадки каньона Колка, где мы должны увидеть больших птиц. Вот там впереди встает солнышко. Ну, а здесь подписаны вулканы. Вулкан Мисти, кстати, самый ближайший к городу Арекипа, с которого мы добирались, в 17 километрах от города он находится. А сейчас он находится уже далеко-далеко впереди. Можно подняться на обзорную площадку еще чуть повыше. Здесь есть такая специальная обзорная точка, откуда открывается шикарный вид. 360 градусов на различные вулканы. Хорошо, что солнышко уже встает. Буквально 10 минут назад было еще очень холодно, а сейчас немного теплеет. Я просто в шортах, чтобы вы понимали. В шортах и только надел кофту. До этого был в одной футболке. Но на самом деле в нашем мини-автобусе, на котором мы едем, достаточно тепло. Да, внизу даже какой-то подогрев, как будто бы был у меня. Да, так и есть. Снизу подогрев. Я даже кофту снял. Если туда ножки подальше. Вообще у нас группа водитель, наш гид и еще человек 5, наверное. Вот, и мы. Раньше эти маршрутки забивались по полной. Людей сажали прям, знаете... Мне кажется, раньше даже не маршрутки были, а большие автобусы даже. Да, и сажали прям, вы знаете, полные они были. Ну, видимо, из-за пандемии количество туристов сократилось, и мы сейчас ехали в полном комфорте. Всего лишь несколько людей с нами, поэтому здорово. С одной стороны здорово, а с другой стороны, конечно же, жалко. Вот так выглядит наш мини-автобус. Мы уже идем внутрь, идем греться и едем дальше. Вот только что Викуни перебегали дорогу, поэтому в очередной раз увидели. Это было необычно, потому что дорога такая пустынная, красивая, длинная, и тут семейство викуней. Здорово. Сейчас мы уже спустились с гор в город Чивай. Здесь у нас будет проходить завтрак. Пока мы ехали, гид нам рассказывал, показывал слева-справа про вулканы, про город этот Чивай, про какие-то интересные растения. Вот смотрите, кто у нас тут бегает. Вот такая вот маленькая альпака. Давайте погладим, давайте погладим. Оп. Ух. Ой, не плюйся. То ли плюется, то ли чихается. Непонятно. Да не плющу ты. Зачем плеваться? Ну все, ухожу я от тебя. Здесь есть интересная возможность у нас за завтраком сделать себе чай из листьев коки. Вот они здесь лежат. Так, давайте покажем. Вот так выглядят листья коки. Похоже на лаврушечку. Но также есть какие-то другие специальные штучки. Мунья и чачакома. Это тоже можно добавить в кипяток и заварить такой своеобразный чай. Получается чай из трав. Что еще здесь у нас есть? У нас есть кофе, молоко. Ой, правда, вкусно пахнет, да. Также есть сок, булочки, джем, масло. Подобный чай очень хорош для горной болезни, поэтому всем рекомендуется пить, когда идут в горы, именно вот листья коки, ну и
какие-то еще здесь листочки. Получается очень, правда, вкусно. Ну, теперь твоя очередь получать плевки от альпака. Он вообще какой-то жесткий. Я обиделась с ним. Я новый. Да, вот это хороший милаш. А вот это так себе. Плевака. Альпака-плевака. Смотри, какой грязный. Все, садимся обратно в автобус. Сейчас у нас еще одна остановка. Здесь опять же таки предлагают фотографии с альпаками. Вот такими маленькими, либо вот побольше немного. Ну а это место еще примечательно тем, что здесь располагается красивая церковь. Сейчас мы до нее дойдем. У нас есть 10 минут, чтобы осмотреться, прогуляться. Также много здесь палаточек с сувенирами. Приятно то, что солнце уже встало, поэтому тепло. Вот такие вот милаши. Люди фотографируются с ними. Ну а мы с вами прогуляемся еще по небольшому парку. Красивые цветы. Посмотрите. Интересный такой окрас. Огненный. До этого таких цветочков мы не встречали. Да? Похоже на фрейлихоны. Твои любимые, только такие тоненькие и, естественно, оранжевые. Интересные скульптуры здесь есть, на которых птички поют. Знать бы, что это означает, когда женщина сверху тащит на себе какого-то чудака в маске. Еще одна остановка у нас. Обзорная площадка. Давайте вместе посмотрим, какой открывается вид. Вид открывается на реку. И правда очень живописный вид. Огромные горы. А внизу бежит река. Возможно, это и есть река Колка, в честь которой назван каньон. А еще здесь есть вот такие вот кактусы. Плоды пока зеленого цвета, но скоро они будут желтые или красные. И таких кактусов здесь целый ряд, очень-очень много. Река, которая бежит внизу, называется Колка, так же как и каньон, к которому мы едем. Нам гид рассказывает какую-то интересную вещь. Это из кактуса. And this is something that we use for textiles, for cosmetics. То есть, Натуральный окрашиватель. да, натуральный краситель, который добывают из кактуса, вот, из плодов. И получается такой натуральный краситель. Сейчас мы доехали до пропускной зоны в каньон Колка. И нужно будет, помимо экскурсии, с которой мы едем, о которой вам подробнее еще чуть позже Томочка расскажет, нужно еще оплатить сам въезд на территорию, который оплачивается отдельно. Немного уточню о стоимости прохода или проезда на территорию Колка. Получается, для туристов, для нас проезд стоит 70 солей, для латиноамериканцев, как написано, 40 солей, для перуанцев 20, а для студентов 5 солей. Сейчас мы приехали на обзорную площадку, на которой есть возможность увидеть кондоров. Это огромные-огромные птицы. Это место называется Кондор Кросс. Так, похоже, кто-то что-то даже увидел. В итоге это была ложная тревога. Настоящих кондоров мы не увидели. Видим только вот такого лже-кондора. Ну что, наша любимая табличка No Drone Zone. А я как раз с собой из автобуса взял дрон
Думал запустить, полетать, но, видимо, не судьба. Очень много людей здесь сидят на смотровой площадке в ожидании гигантской птицы. Но удача, видимо, сегодня никому не улыбнется. На самом деле мы читали отзывы и писали, что кондору удавалось увидеть, наверное... 30-40%. Да, где-то один раз из 3, там, когда люди приезжают. Вроде как не сезон особо. А так все эти люди собрались в ожидании чуда, но чуда не происходит. Есть табличка информационная, которая гласит, что это каньон Дель Колка, или, как местные говорят, Колька. Обозначена высота соседних гор, почти 6500 метров. И еще один, смотри. Еще больше. Вот, смотрите, какая птица огромная. Ничего себе. Только они очень низко пролетели, да? Надо ниже идти. Вон, смотри, видишь? Да. Ничего себе. Я так счастлива. Ну, пусть даже не близко, но вот я сижу и наблюдаю, как летает, какой огромный размах крыльев. Неужели мы 30% счастливчиков? Ого! Вот он внизу еще. Заняли самые шикарные обзорные места здесь, на обрыве. Правда, вот на обзорной площадке пониже даже было лучше видно полет птиц, потому что они находились ближе к ним. Да, кондоры внизу как бы пролетали и были ближе к той обзорной площадке, но ничего. В любом случае мы очень рады, потому что если бы мы не увидели, то, знаете, такой был какой-то осадочек, что чего-то ты не выполнил. Вообще кондор считается чуть ли не священной птицей для всей Латинской Америки. Она изображена и на гербах разных стран, в том числе и Перу, Эквадор, Колумбия. Вообще они всего водятся в 2 местах. Это вот в этом каньоне, как говорят, и во втором каньоне, это в США, в Гранд Каньоне. Там они тоже прилетают. Ну, чтобы вы понимали, Гранд Каньон, насколько я читал, посещает в год, ну, возможно, это было до пандемии сведения, около 2 миллионов человек в год. А вот этот каньон, в котором мы находимся, каньон Колка, посещает около 150 тысяч человек. То есть, естественно... Сейчас, наверное, еще меньше. Да, я говорю, что это такие допандемийные цифры. Сейчас, конечно, здесь комфортно можно сесть, наблюдать. Я говорю, что даже вот без полета все равно здесь очень красиво, такие пейзажи. Ты на речку смотришь, обращаешь на какие-то детали внимание, чем больше здесь находишься. Я там водопад красивый видела, заснеженные горы красивые. Сейчас вот небольшой туман здесь такой, знаете, витает, что придает особую атмосферу. Вот это было действительно сейчас близко, друзья. Мы сейчас ушли с нашей крутой точки. Но там кондор, конечно, прилетел прям совсем близко. Но сейчас я снимаю уже не на зеркалку, а на экшн-камеру. Но все равно было его видно. Было забавно, что там мы в основном видели крылья, да? А здесь мы прям увидели его в такую острую мордочку, острый клюв. Здорово. На эту остановку у нас был ровно час. За это время мы смогли увидеть несколько кондоров разной расцветки. Сейчас садимся обратно в минибас. Еще одна остановка. Вновь шикарные виды, а также палаточки различные с товарами, с сувенирами. Здесь также продают мороженое местное. И мы хотим попробовать синкаю. Си, может быть, попробуем синкаю лукум? Тебе лукум, а мне синкаю. А, это с молоком, а это без молока. То есть можно такие два варианта. Даже не знаю, что лучше. И в чем разница. Мне кажется, это просто как замороженный будет. Давай, может, без молока, чтобы вкус побольше. Ну, давай. Ну что, возьмем еще лукуму? Ну, давай попробуем. Смотрите, значит, что мы берем. Мы берем одну синкаю. Вот так выглядит.
и одну лукуму. Такую мы не пробовали. Решили взять без молока. Стоимость такого небольшого стаканчика мороженого 3 соли. Ну и, конечно же, в каждой палатке продают вот таких пушистых друзей. Альпака, лама, не знаю где. Это скорее альпака, да. Но это кондор. Причем мужчина-кондор с таким характерным хохолком красным. Ну, поскольку у нас на эту остановку было всего 5 минут, то мороженое мы будем пробовать уже в автобусе. На киви. Напоминает киви. Да. Вообще просто однозначно, как будто бы это реально киви. Дай попробуем. Значит, Только не говори, что это овощное пюре. ну, это, в общем, финик. Прям вот. Может быть, это и есть прям финик. То есть сладко, как финик, но как будто присутствует крупа. Спустя 5 минут очередная остановка. Надо сказать, что остановок сегодня было очень много, но мы снимаем их все. Смотрите, здесь готовят интересный коктейль из кактуса. Есть местный напиток саур, а здесь колка саур. Поскольку мы находимся в каньоне Колка, то здесь называют колка саур. Это специальный такой крепкий напиток саур вместе с кактусом смешанный. Самое забавное, что фрукт получает вот таким вот. Потом очищать полностью его от вот этих иголочек. Получается лысый такой кактус. На вкус один в один практически как киви. Ну, похоже на мороженое твое, да? Да. Это оно и есть, может быть, кстати? Да, это оно и есть. А, это Я уже есть. спросила, Вот. да. Мы вот только что ели вот такой кактус замороженный, а И сейчас... quanto cuesta? 6 soles el colcasao. 6 солей за сок из этого фрукта. За коктейль из кактуса. Так, добавляют какой-то ингредиент. Ya está la fruta. Угу. Бутылочка. Интересно. А, это шуга? А, окей. А вот это писко. Угу. Вот он. Чтобы вы понимали, писка, которая вот вторая из бутылочки была добавлена, она очень крепкая, почти 40 градусов. То есть такой коктейльчик будет ядреный. Белок добавляют, конечно же, для того, чтобы взбивалось и был такой коктейль взбитый. Руссия. Передали привет всем россиянам, всем русскоговорящим жителям. Salud, Pachamama. Салют, Пачамама? Пачамама. На местном языке. То, что у нас означает «на здоровье». На самом деле, друзья, если вы смотрели наши предыдущие выпуски из различных ресторанов, то мы, на самом деле, пару раз нечто подобное уже пробовали. Ну, это очень вкусно. Но здесь мы пробуем именно писка колка. То есть это до этого мы пробовали с маракуйей, там еще с какими-то различными фруктами. А здесь именно с кактусом. На самом деле вкусно. Такой получился коктейльчик. Не сказать, что очень крепкий за счет того, что здесь добавлена и вода, и какие-то ингредиенты еще. Давай, Томочка, попробуем. Давай. Слушай, я не понимаю, как получается так нежно, если она добавила столько этого писка. Ну, там еще и воды много. Просто, когда я выпила рюмочку чистого писка, мне аж чуть дурно не стало, а тут нежнятина. Но и владельцы палаточки весьма не жадные, потому что добавку наливает бесплатно. Главное теперь, в порядке себя чувствовать до горячих источников, на которые мы пытаемся добраться. Еще одна остановка рассказывает о том, что наверху этих гор были поселения инков, и сейчас от них остались захоронения, которые помечены красным цветом. Ahí está la tumba, miren. Ahí está la parte roja y acá hay más en la grieta. Мы вернулись обратно на эту площадь, где мы с вами были в самом начале. Здесь играют музыканты, они собирают денежки, также их кормят, здесь дают им еду. Un saludo para mi gente del Perú y del mundo.
когда вы бесились, из вас исходил весь вот этот дух, энергия и так далее. Вот это вот все то же самое. Такое веселье здесь, и радуются и молодые, и старые. Меня подхватили в этот хоровод, но это забавно. Мы приехали к горячим источникам. Вот так это все выглядит сверху, по крайней мере. Есть различные бассейны. Но из нашей группы никто не пошел, только лишь мы вдвоем с Томой. У нас на все про все есть 45 минут, чтобы получить удовольствие. Оплачиваем за вход 15 солей. Сейчас спускаемся вниз. Как мы видим, река Колка бежит и здесь. Здесь есть переодевалочки, где можно сменить одежду. А дальше уже сами бассейны. Сейчас мы решили пройти одну зону с бассейнами, перейти по мостику, вот такому живописному подвесному, и оказаться на второй зоне. Там тоже есть бассейны, но просто там людей гораздо меньше. Надо сказать, что идти по этому мостику — это тоже целое приключение, потому что деревяшечки так скрипят под нами, он расшатывается. Наверное, как раз из-за этого мостика здесь людей на другом берегу и меньше, потому что не все решаются дойти. Многие местные жители достаточно боязливы к подобным приключениям. Ну вот здесь мы видим основной бассейн, а с другой стороны горячие источники. Поэтому выбираем, куда идем. Уже переоделись, направляемся в бассейн. Я попробовал водичку уже, на самом деле, и она оказалась теплой. Мы думали, что в бассейне вода холодная, на источниках теплая, но нет, здесь она тоже теплая. Не прям такая теплая. Ну да, тепленькая, но не горячая. Давай, заходи. Вещи наши мы, кстати, оставили в шкафчике. Вот здесь вот рядышком, вот тут. Ну что, приятная музычка такая. Каково бы тебе единственным белым среди всех? Не единственное, есть еще белые, есть еще туристы, но их немного. Такое местечко более локальное. Когда выходишь из бассейна, конечно, немножко прохладно, но лишь совсем чуть-чуть. Сейчас мы бежим в теплый источник. Первый проходим. Второй не работает. Идем в третий. Мне такое чувство, что в бассейне вода была. Да, он такой же температуры, как в бассейне. То есть не очень-то и горячий, надо сказать. Да. Но здесь вода просто немножко другая, без хлорки. Возможно, из соседней речушки она здесь. Хотя нет, чистая такая, не знаю, из речушки она не очень чистая. В общем, вода здесь обычная, но не очень теплая. Серый не пахнет. Да. Решили сменить дислокацию, перебраться из этого источника, из этого бассейна в самый первый. Нам кажется, он теплей. Серый тоже не пахнет, но теплее он. Да? Да. Да, этот немного потеплее, но здесь и людей больше. Ну ничего, всем хватит места разместиться. У нас еще полчаса на релакс. Перешли мы по мосту обратно, вернулись к первоначальным источникам. Здесь потому что 4 или 5 бассейнов, там всего лишь 2, ну плюс один основной. Поэтому мы решили здесь тоже немножко искупаться. У этих бассейнов, конечно, более такой живописный вид. Хорошо, что Кирилл меня убедил перейти через мостик, потому что я не хотела этого делать, боялась замерзнуть. Но все в порядке. И вообще я рада этому живописному виду, он словно какой-то сказочный. Хотя оказалось, что это обычные какие-то горячие источники, да, ну да, мостик красивый. Но то, что здесь еще вид с аркой. Кстати, в этом каньоне также еще можно полетать на зиплайне. Он где-то поодаль рядышком, да, недалеко. Я видела, как раз-таки прокатились в один раз. Ну а вид, может быть, речушка, конечно, не самая живописная. Вы видите такой мутный цвет воды, скажем так, но все равно. Всю нашу группу, видимо, уже отвезли на ланч и вернулись за нами, поэтому сейчас мы вдвоем едем в мини-басе, никого нет. Хорошо освежились, нам все понравилось. Конечно же, местечко требует косметического ремонта, но все равно почему бы не зайти, раз это включено тем более в экскурсию, эта точка. Сейчас мы приехали в город, который называется Чивай. Мы его проезжали уже несколько раз. Достаточно такой важный административный центр.
недалеко находится от каньона. И сейчас каждый здесь выберет себе что-то пообедать, либо погулять, посмотреть, потому что обед не включен в стоимость экскурсии, поэтому каждый вправе выбирать, что он хочет. Но нам порекомендовали один ресторанчик, может быть, мы сюда заглянем, посмотрим, но дальше, наверное, сами еще немного прогуляемся. Ну, здесь по системе буфета есть суп, есть вторые блюда и макароны какие-то, мясо, но я не знаю, я не очень так как бы настроен на мясо, да? Ну, какие-то салатики также есть. Давай узнаем, сколько стоит этот буфет, собственно говоря, чтобы нам об этом рассказать вам. Для голодных особо людей 35 солей нормальная цена, с учетом того, что мы сегодня в 3 часа ночи выехали. А сейчас время у нас, давайте-ка глянем, сколько. Сейчас время 12 часов 20 минут. Вот, поэтому считайте сами, сколько мы практически без еды, но не считая различных перекусов. Хотя суп выглядит очень хорошо. Не смогла устоять, увидела, что здесь есть национальный суп с кукурузой, с картошкой. И мы решили взять его отдельно. Спросили стоимость, сказали 10 солей, маленькая тарелка. Называется он чикепа, по-моему, да? Вот так вот выглядит. Ну, сейчас принесут тарелки, вы все посмотрите сами. Тома сейчас побежала за официанткой, которая ей положила суп, но не положила кукурузу, потому что он идет с кукурузой. Ну, суть-то с кукурузой его попробовать. То есть здесь идет картошка, кукуруза. Идет картошка, кино разваренное, видишь? Кино, да, такая крупа. Сладкий типа. картофель, тут 2 вида картофеля. Ну и мясо какое-то. Говядина, наверное, да? Похож на хьяков, колумбийский. Ну и как тебе этот местный супчик традиционный? Мне нравится. Кино, кстати, очень в тему. Мне сразу напоминает супчик, который делала моя бабуля. Она тоже добавляла вот такое вот зерно. Вкусно. Также можно здесь заказать отдельно просто все по меню, как вы уже поняли. Помимо супа, основные блюда, цена 30 от 30. От 30. Сейчас мы уже вышли и гуляем в городке Чивай. Нам сказали, что если пойдете вот прямо, выйдете на главную площадь. Ну, в принципе, мы ее практически уже и видим. Надо сказать, что очень много местных жителей в местных нарядах гуляют. Очень атмосферный такой городок. Конечно же, магазинчики различные, кафешечки. Ну, надо сказать, что все необходимое здесь, в этом городе, есть. То есть это не какая-то маленькая деревня, а это именно большой город. Вот видите, еще местный житель. Вот такая дама в местных нарядах. Ну и, судя по всему, мы уже пришли на главную площадь. Практически в каждом городе в Южной Америке есть главная площадь с собором. И здесь тоже не исключение. Красивый фонтан на центральной площади. А еще дерево красивое, смотрите. Мне определенно нравится на этой площади. И музыка приятная звучит, и фонтан красивый. Оп, и фонтан остановился, смотрите-ка. Надеюсь, это не из-за нас. Есть у меня предположение, почему фонтан перестал сейчас функционировать. Потому что рядом находится собор, и там сейчас проходит церемония. Церемония не самая приятная, поэтому, видимо, выключили фонтан и музыку. Вся наша экскурсия обошлась нам в $25 с человеком. И хочу отметить, что мы впервые воспользовались сервисом, который называется Viator. Это такой агрегатор, где можно просмотреть экскурсии всех локальных операторов, выбрать по стоимости подешевле, по отзывам посмотреть. Поэтому, изучив всю информацию, мы сделали свой выбор. Выбрали Arequipa Touristic компанию. Вы можете выбрать абсолютно другую. Но по отзывам, по цене нам абсолютно понравилось. И хотим сказать, что вся экскурсия прошла очень интересно. Много интересных было мест, остановок, горячие источники были. Поэтому здорово. Ссылку на это приложение, на сервис Viator оставим, как всегда, в описании под видеороликом. Сейчас мы уже обратно возвращаемся к нашему автобусу. Нас ждет пересадка. Мы едем из города Чивай в Пуну, но это уже будет в следующем выпуске. Да, самое забавное, что мы меняем один туристический автобус на другой туристический автобус, потому что из города Чивай не ходят локальные автобусы до города Пуну. Да, поэтому поедем на счетном туристическом автобусе. Ну, увидите это в следующей серии, мы все подробно расскажем. На этом, друзья, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч! Всем удачи! Всем пока!